Приветствую всех участников финансового рынка. Здравствуйте, зрители моего канала. С вами Андрей Малевич и компания Pi Capital Union. Всех поздравляю с прошедшим Новым годом, и трейдеров, и инвесторов. Всех поздравляю с тем, кто в этом году на финансовом рынке, точнее не в этом году, а в ушедшем году смог извлечь профит. Всех поздравляю с профитом. И сегодня я хотел подвести итоги уже ушедшего 2021 года и посмотреть, в общем-то, на чем можно было заработать, и довольно неплохо заработать. Итак, в поле моего зрения, скажем так, самые ликвидные инструменты. Здесь спотовый рынок и индексы, которые наиболее четко отражают динамику американского рынка, российского рынка, ну и, соответственно, индекс доллара, куда же без него. Итак, в общем-то, локомотивом, скажем так, локомотивом крипторынка является, конечно же, однозначно биткоин. Вот. И с 1 января 2021 года биткоин, в общем-то, если позиционно по нему торговать, то можно было заработать 58%. Ну, что такое позиционно торговать, я надеюсь, всем понятно. То есть 1 января 2021 года мы вошли в позицию. Например, там у нас есть какая-то сумма, на полную сумму загрузились и, в общем-то, сидим. Если так было сделано, то вы бы заработали 58%. Ну, плюс-минус там комиссии и так далее. Вот. Но, тем не менее, вот такая бы сумма получилась. То есть довольно приличная сумма по итогу года. Но, в общем-то, основной альткоин, который есть у нас на, скажем так, на крипторынке, на криптомаркете, это у нас эфириум. И он, в общем-то, показал плюс 400%. Ну, это, честно говоря, вообще просто космос. Для меня это космос, конечно. Если зайти в данный инструмент и просто сидеть, ничего не делать, то в конечном итоге по закрытию года можно было извлечь 400%. Но это, конечно, такое бывает не каждый год, но тем не менее в этом году данный инструмент это показал. По бренд, в общем-то, у нас плюс 52%, что в принципе, я считаю, не то что неплохо, а очень даже хорошо. То есть данный инструмент сходил и показал очень хороший рост. И, в общем-то, он, можно сказать, что один из локомотивов. На него, в общем-то, опирается, я думаю, индекс российской биржи, индекс РТС. Что касается на споте спотового рынка по золоту и серебру, здесь отрицательные значения. По золоту минус 4,5%, по серебру минус 11,7% по итогам года. Поэтому, в общем-то, ну я бы сказал, результат, ну так себе. S&P 500 в этом году, ну, конечно, он просто, скажем так, гладиаторы рынка, быки, они просто тащили его наверх. И тем не менее, в принципе, 30% могли бы сделать и больше, наверное. Вот. Но, тем не менее, результат очень хороший, конечно, здесь просто выдающийся. 30,5% по широкому индексу S&P, ну, просто великолепный. Индекс РТС показал 15%, что в принципе для российского рынка весьма и весьма неплохо. Тем более, что данный результат у нас произошел уже, скажем так, зафиксирован на коррекции рынка. А так, в общем и целом, он, конечно, шел и выше. Но индекс доллара так это скромненько показал 7%. Далее, что меня, в общем-то, здесь еще, скажем так, не то чтобы удивило, а в общем-то надвинуло на мысль, куда можно инвестировать. Ну, конечно же, в принципе, если позволяет средства, то интересны инвестиции по данным РБК в новостройки. Здесь, конечно, показан рост примерно в 28%, то есть они берут от 100 тысяч 28 тысяч, 28,7, ну это район где-то 29%. Весьма и весьма прилично. Но тут тоже так, я бы сказал,
Ну, во-первых, так все под сомнением. Во-первых, в недвижимость 100 тысяч, куда можно проинвестировать, в 1 квадратный метр купить. То есть непонятно. Если какие-то идут инвестиции в недвижимость, то там уже, ну, как минимум от 5 миллионов и выше. Соответственно, конечно, от 5 миллионов 29% в год это весьма и весьма прибыльно. То есть это что связано с инвестициями в новостройки. То есть достойный процент. Конечно, это не финансовый рынок. И не каждый год такое в новостройках бывает. На фоне подорожания металла, на фоне подорожания цемента, ну и всяких и стройматериалов, соответственно, подорожал и квадратный метр на недвижимость. Но при этом не подорожал практически доллар и не подорожало практически евро. То есть я имею в виду сейчас дорожание к национальной валюте России. Вот. Ну, такое бывает не каждый год, но тем не менее в этом году мы увидели достаточно серьезный и хороший рост в новостройках, в российских новостройках, не во всех городах, а скажем так, ну в миллионниках точно, ну и в тех городах, которые приближены, скажем так, к побережью моря. Я имею в виду Сочи, ну там своя песня, там своя музыка. А так Калининград, Владивосток, в общем-то, такое движение цены на квадратный метр увидеть можно было. Ну, про вклады в рублях я промолчу. 4,5% годовых это, в общем-то, ни о чем. Тем более, что вклады в рублях. Вот. Что я еще хотел сказать. В общем-то, инвестиции 2021 года, они под собой подразумевают, как здесь я сказал, что можно торговать позиционно, а можно торговать и интрадей. То есть, скажем так, финансовый рынок сам по себе несет, скажем так, массу возможностей, где можно зарабатывать. То есть можно диверсифицировать свой портфель в какую-то стратегию и торговать среднесрочно. Можно диверсифицировать и торговать краткосрочно или интрадей, скальпировать, ну и так далее. Если скальпировать, самое главное, смотрите, не сойдите с ума, если будете это делать вручную. Вот, значит, я хотел бы поговорить еще об одном виде инвестиций на финансовый рынок. То есть вы знаете, что я являюсь управляющей компанией Pi Union. И веду канал со своими абсолютно бесплатными сигналами с 12 августа 2021 года, по которому, в общем-то, зафиксировал профит в 66-44%. То есть сигналы все абсолютно бесплатные, можно заходить, прикрепляться в канал и, в общем-то, это дело все забирать. Можно это, я уже много раз говорил, использовать это как направление. Можно это использовать как, скажем так, точное повторение сигналов. Тут все на усмотрение трейдера и на усмотрение инвестора. Канал выглядит вот таким вот образом, вот с таким вот логотипом. Ну и, соответственно, здесь я выкладываю иногда какие-то новости. Мои коллеги здесь выкладывают опросы. И я в основном здесь выкладываю очень четкие сигналы, где там, допустим, надо заходить, по какой цене, где ставить стоп-лосс, где ставить take-profit, ну и так далее. В общем-то, описание я к этому дам. Точнее, как пользоваться каналом, я прикреплю в рекомендуемые видео. И еще снизу у себя под этим видео размещу ссылку, по которой можно пройти и прикрепиться к этому каналу. Итак, что у нас, в общем-то, было в этом году? Как я сказал, что начали мы, в общем-то, работать, ну, точнее, я начал работать управляющим в компании с 12.08.21. Ну и, в общем-то, есть в этой табличке отчетность по месяцам, по каждой сделке, когда и по какой цене я входил, какой был профит или убыток. Ну и, в общем-то,
посмотреть можно полную отчетность по этой табличке в Excel и сравнить ее непосредственно уже с каналом. Там, где какие сигналы были. Не надо прям сравнивать, я вам сразу могу сказать, что вот прям взять и идти, вот там, допустим, если будет интерес, там, допустим, ну вот, взять весь месяц и каждую сделку проверять. Возьмите выборочно, допустим, отсюда сделку, отсюда. Найдите в канале, посмотрите, совпадает, не совпадает. И, в общем-то, тогда вы уже поймете, что здесь нет никакого лукавства. То есть здесь все дано именно так, как дано. То есть у меня есть и прибыльные сделки, и убыточные сделки. Убыточные сделки выделены красным цветом. Прибыльные сделки выложены черным цветом. Ну, можно было их, конечно, выложить и зеленым цветом. Но в конце месяца, в конце квартала и в конце закрытия, в общем-то, года я их выкладываю зеленым цветом. Итак, за 4,5 месяца, в общем-то, я заработал примерно 66-44, не примерно, а точно 66-44%. В годовых это составляет 158%. Соответственно, в общем-то, неплохая доходность, точнее даже неплохая, а хорошая доходность, если просто брать и повторять, в канале брать сигналы и повторять их, в общем-то, за мной. Или выходить уже по своим каким-то там ценам и так далее. Что еще я хотел сказать? В принципе, если посмотреть у нас на биткоин, в основном я торговал первый и второй, скажем так, первый эшелон крипторынка. Это биткоин и эфириум. Особенно последние 2 месяца только в них я делал упор. А вот по альткоинам торговал меньше. В самом начале я торговал и альткоины, и биткоин. А уже последние 2 месяца я четко сориентировался на биткоин. И показатель по биткоину, в общем-то, за год получается 58%. А у меня получился он повыше. В районе 66%. И если в годовых посмотреть, то это 158% будет. И биткоин, если торговать бы с нового года, то, в общем-то, биткоин я опередил бы на, скажем так, в 3 раза. Показатель, я считаю, очень хороший. Так, ну, в общем-то, наверное, скажем так, все. На этом я закончу. Если ко мне будут вопросы, то пишите комментарии в YouTube, стучитесь в личку. Я с радостью дам ответы и дам пояснения. Всех еще раз поздравляю с прошедшими праздниками и с наступающими праздниками. И всем желаю профита на рынке. Всего хорошего. До свидания.